Алтай. Удивительная земля, расположенная на стыке границ России, Казахстана, Монголии и Китая. На такой сравнительно небольшой территории сосредоточены совершенно разные природные зоны. Это суровая горная тундра и дремучая, непроходимая тайга. Это засушливые бесконечные степи и неприступные, покрытые ледниками горы. Озера, богатые рыбой, и быстрые реки с кристально чистой водой. Исконные жители этой земли не зря дали ей такое название. Алтай значит «золотой». Богатейший животный мир этого края органично дополняет богатство его растительного мира. И самобытная жизнь его народа продолжает благополучно соседствовать с его удивительной природой. Практически каждый человек, побывав хоть один раз на Алтае, возвращается сюда снова и снова, чтобы вновь почувствовать его красоту, его силу, его магическое притяжение. Давным-давно в горах Алтая жил могучий богатырь Сартакпай. Очень любил он свою суровую, но благодарную землю. И она оплатила ему тем же. Но не было покоя на душе у богатыря. Все думал он, как сделать свой край лучше и прекраснее. И однажды, присев на заснеженную вершину горного хребта, услышал он плач зажатых камнями алтайских рек, и решил он освободить их и дать им дорогу в Северный океан. Позвал он сына своего, силача Адучи, и сказал ему: «Ты, сын, иди на юг, а я на восток пойду». Оглянулся вокруг Сартакпай. Перед ним простиралось озеро Джулукуль. Озеро Джулукуль – второе по величине озеро Горного Алтая. В переводе с алтайского Джулукуль означает «летнее озеро». Озеро расположено на Чулышманском плато, на высоте 2200 метров над уровнем моря, под высокой стеной Шапшальского хребта. Берега озера – тундростепь, древний ландшафт, когда-то распространенный на территории всей Сибири. Вокруг озера расположено около 300 более мелких озер. Озера эти мало изучены, еще ждут своих исследователей. В летнее время
воды Джулукуля привлекают огромное количество водоплавающих птиц. Здесь водится черный баклан и серебристая чайка. Заболоченные берега озера облюбовало несколько видов уток. Среди них нередок огарь, птица священная для алтайцев. Растительный мир побережья также характерен для тундровой зоны. Карликовая березка и ива – самые высокие представители местной флоры. Спасаясь от ветров и студеных зим, порой все растение остается под землей, выставляя на показ лишь редкие зеленые листочки. Но, несмотря на суровость здешней природы, эти места также богаты целебными травами, которыми так славится Алтай. Здесь можно встретить радиолу розовую или золотой корень, который ценится не меньше знаменитого женьшеня. А на южных склонах холмов растет эфедра горная, растение, содержащее эфедрин, известное китайской медицине еще 5000 лет назад. Поражает разнообразие пейзажей, окружающих Джулукуль. По соседству с горной тундрой расположены участки горной степи с присущими ей представителями степной флоры и фауны. Подошел богатырь Сатакпай к озеру Джулукуль. Указательным пальцем правой руки Сартакпай тронул берег озера, провел глубокую борозду, и следом за его пальцем потекла река Чулышман. В эту реку с веселой песней устремились все попутные ручейки и речки, все звонкие ключи и подземные воды. Река Чулышман блестящей лентой растянулась вдоль Шапшальского хребта. Здесь вершины Алтайских гор уже перемежаются с хребтами Саян. А с перевалов видна территория Республики Тыва. Вытекая из озера Джулукуль, Чулышман петляет по заболоченному, слегка холмистому Нагорью. Берега большей частью представляют собой высокие зыбкие кочки. Но вскоре рельеф местности меняется. Река покидает высокогорную долину. По левому берегу реки находится Чулышманское Нагорье со средними высотами в 2000-2200 метров. Долина Чулышмана здесь углубляется, образуя каньоны с отвесными стенами высотой до 1 километра. Здесь растут в основном лиственницы и могучие вековые кедры. Каждую осень они приносят урожай ореха, позволяя таежным жителям подготовиться к продолжительной холодной зиме.
Тут нрав реки меняется. Чулышман, зажатый высокими склонами гор, впитав в себя силу и мощь множества притоков, превращается в дикую и необузданную реку, оправдывая свое название. Чулышман в переводе значит «речище». Многочисленные пороги и перекаты делают Чулышман весьма привлекательным для любителей водного туризма, рафтинга. Особенно знаменит своими порогами и теснинами Язулинский каньон. Здесь, через Чулышман, высоко над каньоном перекинут чертов мост, под которым бушует 4-метровый водопад. Его бурлящие потоки пробивают себе дорогу сквозь неприступные скалы. Этот порог классифицируется 6-й, самой высокой категорией сложности. Язулинский каньон – один из самых труднодоступных районов Горного Алтая. Здесь, среди пейзажей, не изменившихся на протяжении тысячелетий, расположено село Язула, в котором хранится традиционная культура теленгитов, древних жителей Алтая. Человеческое время не стоит на месте, но традиции тут берегут. В селе сохранилась древняя алтайская форма жилья – аил. Это бревенчатая юрта, крытая корой лиственницы. Аил для теленгитов не просто жилье. Это символ мироздания. А еще календарь, часы и барометр. В старину по лучам света и звездам, видимым через отверстия в крыше, люди довольно точно определяли время, а по дыму очага предсказывали погоду. Основное занятие нынешних жителей Юзулы – скотоводство, а мясо и молочные продукты – основная пища. Главный напиток – чай, который пьют с солью и маслом, добавляя ячменную муку грубого помола – талкан. Получается очень полезный и калорийный напиток. Им всегда угостят гостя, уставшего после долгой и трудной дороги. Взглянув на мир глазами алтайца, понимаешь, как таежный человек смотрит на мир природы. Казалось бы, суровые условия должны сделать отношения к ней предельно прагматичными, но на деле все обстоит иначе. Многочисленные поверья и легенды говорят о хрупкости и ранимости природы, необходимости бережного отношения к ней, чего так не хватает в современной жизни. Алтайцы верят, что сколько ты возьмешь у природы, столько же она возьмет у тебя. Поэтому так важно не брать ничего лишнего и ненужного. Ведь рано или поздно придется отдавать.
Все ниже и ниже вел Сартакпай воды Чулышмана. Все сильнее и многоводней становилась река. Слышал он радостный звон алтайских вод, и сердце его наполнялось радостью. В своем нижнем течении Чулышман опять меняет свой характер. Высокие горы по-прежнему окружают реку, но они расходятся, образуя ровную и широкую долину. С высоких склонов гор устремляются к Чулышману многочисленные притоки. Протачивая узкие проходы в скалах, они срываются вниз шумными водопадами. Но не только горные ручьи формируют облик долины. На правом берегу Чулышмана, в ущелье Карасу, расположены удивительные творения природы, получившие название каменные грибы. Эти необычные формы рельефа образовались в результате избирательного вымывания дождями неоднородных горных пород. Глыба на склоне холма во время дождя служила своеобразным зонтиком. Более мягкая порода под глыбой вымывалась дождевой водой. Так, за тысячи лет на склоне ущелья выросла целая грибная плантация. Пологие берега реки издревле использовались местными жителями в качестве пастбищ для скота. Но вот Чулышмана и впадающих в него притоков не хватало для орошения обширных пастбищ. И древние скотоводы использовали искусственные оросительные каналы, которые называются сувак. Эта технология выдержала испытание временем. Сувак используется и поныне. Для распределения воды по пастбищу, как и столетия назад, строятся запруды из камней. Преграждая или открывая русло каналов, можно контролировать количество воды, добиваясь равномерного полива. В своих низовьях Чулышман приобретает степной характер. Преодолев от озера Джулукуль около 200 километров, река впадает в Телецкое озеро. И вот привел Сартакпай воды Чулышмана в красивую и глубокую долину и остановился. «Где же сын мой, Адучи?» – подумал богатырь. Тут увидел он птицу, черного дятла, и сказал ему: «Черный дятел, слетай, узнай, как трудится мой сын». А силач Адучи тем временем искал путь для реки Катун. Поднялся он на вершину горы Белухи, выбрал склон поположе и повел воды ледников вниз.
Гора Белуха – высочайшая вершина Сибири. Ее высота 4506 метров над уровнем моря. Даже летом ее склоны покрыты снежным покрывалом. Отсюда ее русское название. Алтайцы же называют ее Кадын-Бажи, что значит вершина Катуни. Двуглавая вершина горы гордо возвышается почти на границе Алтая и Казахстана. На южных склонах массива горы Белуха из древних ледников начинается река Катунь. Существенную роль в питании реки играют ледники. Благодаря ледниковой воде, несущей с собой так называемый ледниковый ил, вода в Катуни ярко-бирюзовая. А в верховьях из-за активного таяния льда она имеет молочный оттенок. Ледниковый ил влияет на цвет воды в реке на всем ее протяжении, что хорошо заметно в местах впадения многочисленных притоков, несущих прозрачную воду. Катунь – многоликая река. В зависимости от уклона и характера русла она то грохочет меж камней и валунов, то спокойно струится по пологим участкам, заросшим кустарниками и различными травами. После впадения множества притоков река обретает свою подлинную силу и мощь. Пока Дучи трудился, прокладывая путь для Катуни, отец его, Сартакпай, 3 дня ждал его, не отрывая палец свой от земли. Пока Сартакпай ждал своего сына, под палец ему натекло Телецкое озеро. Телецкое озеро – самое большое озеро Алтая и второе по глубине в России после Байкала. Его глубина достигает 325 метров. Телецкое озеро лежит в глубокой и узкой межгорной котловине между горными хребтами Корбу, Алтын-Ту и отрогами Абаканского хребта на высоте 436 метров над уровнем моря. Длина озера 80 километров, а максимальная ширина около 5. По вопросу происхождения котловины озера ученые спорят до сих пор. Однако большинство все же считает, что она представляет собой результат сложных природных процессов, в основе которых лежат тектонические движения земной коры. Берега озера – это высокие горы и утесы, сплошь покрытые лесом. В большинстве своем они крутые и обрывисты и уходят в воду отвесными скалами. Свое современное название озеро получило от русских первопроходцев по имени обитавших на его берегах алтайских племен, называвших себя телесами или телеутами. Сами телеуты назвали озеро Алтын-Кёль, что значит «золотое озеро». Географическое положение озера формирует своеобразный ветровой режим, который создает в его долине особый вид климата. Погода здесь очень переменчива. За день может поменяться несколько раз. Южные и юго-восточные ветра, которые здесь называют верховки, могут поднимать высокую крутую волну, но, как правило, несут с собой ясную погоду и потепление.
Ветер, дующий в обратном направлении, называется низовка. Верным признаком приближающейся низовки служит формирующаяся над вершинами хребтов облачность. Этот ветер всегда сопровождается осадками, похолоданием, снегопадами зимой и грозами летом. А на вершинах хребтов, окружающих озеро, даже в августе дождь может перейти в снег. Этот снег не продержится долго на раскидистых ветвях сосен и кедров. Но зима получила возможность напомнить о своем приближении. В озеро впадает около 70 рек и ручьев, несущих кристальные воды с окружающих хребтов. Вытекает же только одна река – Бия. Бия, сливаясь с Катунью, образует Обь, одну из самых длинных рек Сибири. Встретились богатыри и вместе продолжили начатое дело. Сартакпай повел из Телецкого озера реку Бию, а сын Адучи быстро бежал, ведя за собой Катунь. Ни на шаг не отставал он от своего могучего отца. Вместе в один миг слились обе реки Бия и Катунь в широкую Обь. И эта река понесла воды Алтая в далекий Северный Ледовитый океан. Старики на Алтае говорят: мир устроен так, что одинаковое в нем притягивается к одинаковому. Добро к добру. Сила к силе. Печаль к печали. Радость к радости. А красота к красоте. Именно поэтому воды Бии и Катуни сливаются, рождая великую сибирскую реку. Именно поэтому земля Алтая, высокие горы, густые леса, широкие степи, бурные реки и грохочущие водопады так прекрасны. Именно поэтому так прекрасны озеро Джулукуль и Телецкое озеро, соединенное рекой Чулышман. Им известно это притяжение красоты. Ведь одинаковое притягивается к одинаковому,